Приветствуем вас на канале Раиса Греченко. Дача, сад, огород, цветы. Мира и добра вам и прекрасного урожая. Сегодня у нас очередной агрогороскоп консервации, сушки, заморозки, ягод, плодов. Всего, что мы вырастили, зеленушки. И это все мы будем делать в июле 2022 года. Время киевское. Начинается месяц в знаке Лев. Синим цветом я обозначила прекрасное время для того, чтобы перерабатывать. В первую очередь мы собираем, это прекрасное время для сбора урожая, и перерабатываем. Здесь все виды переработки первого, второго прекрасно, все 24 часа будут. И сушка, и заморозка, и различные консервы. А вот здесь прошу вас обратить внимание, я даже записала, постарайтесь утром 3-го до 10 часов утра завершить вот эти все заготовки. То есть закрыть банки уже, завершить сушку. Заморозка должна до 10 часов. Хотя, казалось бы, Луна перейдет в знак Девы в 15:32. Я вот эти эксперименты столько раз проводила. Если переход времени, вот завершение попадает на вот эти периоды, когда уже плохое качество получается, то действительно вот эта влага набирается, и запах, и неприятные ассоциации с тем продуктом, который был качественный, собрали хороший. Поэтому, пожалуйста, до 10 часов 3 июля постарайтесь все заготовочки вот эти завершить. Затем перерыв в заготовках. Да, мы можем собирать, но для того, чтобы его на стол, приготовить свеженький салатик или десерт, или просто так съесть. Поэтому в это время 3-го после 10 часов, далее 4-го и 5-го мы не собираем для консервации, для сушки и для заморозки, только для питания. Дева на то она и дева, не для этих всяких дел заготовительных. Красота! Любуйтесь цветами. Ну и другие дела есть. Далее у нас очень важный период после перерыва. Это 6 и 7. Вот здесь можно будет все 24 часа 6 и 7 заниматься консервацией, сушкой, заморозкой собранного урожая. А вот 8 здесь переходный период, но я его просто сразу в красную рамочку и пишу. Нельзя проводить заготовки, собирать урожай для заготовок. И это будет продолжаться 8, 9. И вот здесь тоже, смотрите, ваше внимание уделяю 10 июля. Начинайте все заготовительные процессы, сбор урожая после 15 часов дня. До 15 часов еще энергии Скорпиона. Очень много воды в Скорпионе. И, естественно, плоды и ягоды, то, что воды много, и потом портится, и цвет не такой, как надо. Зато вот в Стрельце после 15 часов 10-го, 11-го прекрасное время. Я сейчас вам назову, просто у нас очень много, далее хороший длинный период, когда можно будет делать заготовки. Итак, 11, 12, 13, это Козерог 12-13, Водолей 14 и 15. Вот постарайтесь до 15, до вечера, до конца суток вот эти все заготовки сделать. Смотрите, как много у нас времени с 15 часов 10 по включительно 16, 15, прошу прощения, по включительно 15 июля. А 16 это уже там переход в 11-19 в рыбы, но это же у нас еще 6 часов минус. Поэтому вот этот переходный период я 16 не планирую никаких заготовок и вам не советую. Нехорошее время для этого. И это будет продолжаться, кроме 16 еще 17 и 18. Казалось бы, 18 переход Луны будет в Овен. В Овне можно, если это чистая энергия, но здесь переход будет 6 часов, мы добавляем от момента вот этого четкого перехода. И получается, что до вечера 18 июля будет некачественный сбор и некачественная переработка. Зато далее снова начинается очень хороший период. 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Вот эти дни здесь все виды консервации, заморозка, сушка, вот это все мы делаем. А вот обратите внимание, 25-го я здесь рекомендую только заморозку делать. Ну, если вы будете консервации уже не доделали 24-го, там варенье не доварили или еще что-то не доделали, вот это можно, но все это должно быть закрыто в банке или уже в процессе на финише вот этих всех заготовок и сушка тоже. Все это до 15 часов должно быть у вас готово. И все тогда закрывайте. И далее у нас снова выходной, потому что начинает работать энергии Луны в знаке Рак. Это стихия воды. Хотя, казалось бы, вечер, но вот такая вот ситуация. Я уже это настолько наловчилась, столько испытаний провела, столько потерь было. Поэтому вот постарайтесь до 15 часов 25-го заготовки все сделать. И уже вечером 25-го, 26-го и 27-го, и даже утром 28-го. Смотрите снова же внимательно, рак, он настолько воздействует на наши плоды, ягоды, то, что мы вырастили на переработку. Поэтому только с 12 часов 28 уже можно начинать заниматься различными заготовками. А вот этот период нельзя собирать для того, чтобы консервировать, сушить и замораживать. И вот мы можем уже с 12 часов 28, 29 и постарайтесь с 30 до 15 часов завершить все заготовительные работы. Потому что далее снова же вот энергии Девы. Дева у нас практически со Льва и Девы начинается и завершается месяц. Поэтому конец месяца будет не для заготовок. Постарайтесь с 30 до 15 сделать эти работы, а далее просто собираем урожай для того, чтобы потреблять в свежем виде, на столе, в тот же день, в несколько часов у нас есть для того, чтобы вот эту свежесть, вкус, аромат, насладиться овощами, плодами и ягодами. А теперь осталось сделать скрин, чтобы вы могли пользоваться весь месяц, весь июль этим агрогороскопом, кулинарным гороскопом. Его, как всегда, подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Мы желаем вам крепкого здоровья и чтобы у вас все ваши труды принесли хороший урожай, хороший результат, и вы его подготовили, заморозили, законсервировали, и ваша зима была бы сытной и теплой. Что ж, до новых встреч на нашем канале. Будьте все счастливы, будьте все здоровы. Пока-пока.